Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня мы будем вязать вот такую вот ажурную сетку крючком. Вяжется такая сетка очень просто. Она состоит из воздушных цепочек и из вот таких вот интересных элементов цветочков. Лепесточки такого цветочка формируются при помощи карандаша, ручки или можно взять спицу. И размер вот этого вот лепесточка будет зависеть от диаметра выбранного карандаша. Связать таким узором можно очень красивый воздушный палантин. Для этого лучше брать ниточку с мохером, как у меня, или с ангоркой. Такой шарф будет отличным подарком к 8 марта или любому другому празднику. Также таким узором можно связать сумку-авоську, если вы выберете более жесткую пряжу. Данная сеточка достаточно эластичная, она тянется и поперек, и вдоль. Начинаем вязание с двух воздушных петель. Сначала делаем узелок и выполняем 2 воздушные. Берем карандаш либо спицу и петлю надеваем на карандаш. Затем вводим крючок в первую набранную петельку, вытаскиваем рабочую нить, выполняем воздушную петлю, петлю вытягиваем и надеваем на карандаш. То есть на карандаше уже 2 петельки. Вновь вводим крючок в ту же самую первую петлю, вытаскиваем рабочую нить, выполняем воздушную петельку, вытягиваем петлю и надеваем на карандаш. На карандаше уже 3 петли. Всего должно получиться 5 петель. 4-я петля и 5-я. Таким образом, первый цветочек готов. Затем я ввожу крючок опять в ту же самую петельку, вытаскиваю рабочую нить и выполняю 7 воздушных. Вытягиваю последнюю петлю и вновь надеваю на карандаш. Затем, отступив 1 петельку, во вторую ввожу крючок, вытянула рабочую нить, воздушная петля, надеваю на карандаш. Опять ввожу крючок туда же, вытянула рабочую нить, воздушная петля, надеваю на карандаш. 3 уже ниточки на карандаше, делаю еще 2. 4-я. И 5-й раз протаскиваю рабочую нить, выполняю воздушную и накидываю петлю на карандаш. Таким образом получился 2-й цветочек. Сейчас я вновь ввожу крючок в центр, вытаскиваю рабочую нить и начинаю повторять. То есть вяжу опять 7 воздушных петель и формирую точно такой же элемент. Таким образом мы вяжем необходимую длину. Я выполнила уже 4 цветочка, и теперь мы будем переходить к вязанию 2-го ряда. Для этого нам нужно будет выполнить так называемые петли подъема. То есть я ввожу опять же в серединочку цветочка крючок, вытаскиваю рабочую нить, выполняю 7 воздушных. Затем выдергиваю карандаш из всех петелек, поворачиваю вязание изнаночной стороной к себе и ввожу карандаш в вытянутую петлю. И начинаю точно так же формировать цветочек. То есть отступаю 1 петельку, во вторую ввожу крючок, выполняю цветочек.
Я выполнила все 5 лепестков. Опять ввожу крючок в центр, вытаскиваю рабочую нить и провязываю 7 воздушных петель. Вытягиваю последнюю петлю и также накидываю на карандаш. И выполняю элемент цветочек. Отступаю одну петлю и во вторую ввожу крючок, выполняя лепестки. Выполнила второй цветочек, ввожу крючок в центр, вытаскиваю рабочую нить и сейчас выполняю 5 воздушных петель. И посмотрите, теперь я перехожу уже к вязанию ряда. Вот цветочек, и я ввожу крючок, средний лепесток, то есть 2 справа остается и 2 слева. И провязываю столбик без накида. И теперь нам нужно будет маркер, и мы вот этот вот цветочек на карандаше помечаем маркером. И карандаш можем выдернуть. Дальше я вяжу опять 7 воздушных петель. Вытягиваю петельку и беру карандаш. И вяжу наш цветочек. Цветочек готов. Ввожу крючок в центр, вытягиваю рабочую нить и выполняю 5 воздушных петель. Дальше посмотрите, вот к первому цветочку мы уже подсоединились. Берем второй цветочек и также в средний лепесток я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И начинаю повторять, то есть опять выполняю 7 воздушных петель и элемент цветочек. Я выполнила элемент цветочек, ввожу крючок в центр, вытаскиваю рабочую нить и опять выполняю 5 воздушных петель и подсоединяю следующий цветочек опять же в средний лепесток, то есть вяжу туда столбик без накида. Таким образом мы вяжем весь второй ряд, то есть в каждый цветочек первого ряда в средний лепесток мы должны будем подвязать столбик без накида. Сейчас я вяжу еще один элемент цветочек. Получается, что перед цветочком мы набираем цепочку из 7 воздушных петель, а после цветочка из 5 воздушных петель. Так выполняем весь ряд до конца. Посмотрите, я провязала уже в каждый цветочек, кроме последнего, и всегда в крайний цветочек ряда мы будем подвязывать столбик без накида не в средний лепесток, а вот в этот вот верхний. То есть после цветочка я связала также цепочку из 5 воздушных петель, и теперь вяжу столбик без накида вот в этот вот лепесток цветочка. И дальше мы опять выполняем так называемые петли подъема. То есть я вяжу точно так же, как вот здесь сейчас, 2 цветочка. Начинаю с 7 воздушных петель. Связала я цепочку, вытаскиваю наш карандаш, поворачиваю вязание
и ввожу карандаш в верхнюю петлю воздушной цепочки. И выполняю элемент цветочек. Я уже выполнила цветочек. Сейчас вяжу еще 7 воздушных петель и выполняю второй цветочек. Получается, что наша цепочка подъема, она как бы состоит из 2 цветочков. Наши 2 цветочка на подъем готовы, точно так же, как и с этой стороны. И теперь мы подсоединимся к вязанию ряда. То есть точно так же я ввожу крючок в центр, вытянула рабочую нить и вяжу 5 воздушных петель. Подсоединяюсь к среднему лепестку цветочка. Столбик без накида подвязываем. Мы берем второй маркер и вот этот вот цветочек помечаем. Можем уже вытащить карандаш. И дальше начинаем вязать ряд. То есть сейчас я опять же вяжу 7 воздушных, цветочек. После цветочка 5 воздушных, подсоединяюсь также к среднему лепестку и продолжаю вязать так весь ряд практически до конца, остановившись у цветочка, который отмечен маркером. Вот посмотрите, я уже провязала во все средние лепесточки, столбики без накида, и вот подошла к цветочку, который у меня отмечен маркером. Цветочек, который отмечен маркером, мы всегда будем подхватывать не за средний лепесток, а вот за этот вот, за верхний. То есть я после последнего цветочка связала 5 воздушных петель, и теперь столбик без накида вяжу вот в этот вот верхний лепесток. И затем уже начинаю повторять наш узор со второго ряда. То есть опять я вяжу нашу воздушную цепочку подъема, которая состоит из 2 цветочков. И обязательно верхний цветочек отмечаем маркером, для того, чтобы не спутаться. Потому что этот цветочек мы подхватываем не за средний лепесток, а за верхний. То есть так вяжем на необходимую длину, чередуя второй и третий ряд. Каждый ряд мы заканчиваем цепочкой подъема, чтобы перейти к следующему ряду. Когда ваше вязаное полотно уже достигло достаточной длины, то необходимо выполнить заключительный ряд. Выполняем мы его следующим образом. Мы для подъема вяжем уже не 2 цветочка, как обычно, а только 1. Берем рабочую нить, вводим в центр и вяжем 3 воздушные петли. Вытаскиваем наш карандаш. Фактически вот эта воздушная цепочка должна совпадать по длине с лепестком. То есть у вас, если лепестки большего размера, возможно, понадобится 4 воздушных петли. И сейчас мы свяжем столбик без накида. Смотрите, я ввожу крючок в лепесток. Захватываю рабочую нить и вяжу столбик без накида. Затем выполняю 5 воздушных. Подхожу к следующему цветочку и вяжу столбик без накида в верхушку, то есть в средний лепесток. И начинаю повторять 5 воздушных. Беру следующий цветочек и также в средний лепесток вяжу столбик без накида. Таким образом выполняю весь ряд до конца. Смотрите, я провязала практически весь ряд до конца, и тот цветочек, который у нас помечен маркером, посмотрите, вот здесь у меня уже 5 воздушных связано, и я подхватываю его опять же не в средний лепесток, а в первый, и вяжу также столбик без накида. И таким образом уже можем закрепить и обрезать нашу нить. На этом у меня все. Если вам понравился мой видеоурок, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии.
Всем пока-пока!